Добрый день! Сегодня хочу показать новые флейты, которых у меня так достаточно много скопилось. И сегодня хочу продемонстрировать звук этих флейт. И собственно показать, на что они способны. Тут я буду показывать и свирели, тут флейты любви разных вариантов, и есть вот одна интересный такой экземплярчик с чехлом. Это флейта японская из дерева, сикухати. Сделана она, собственно, с нее начну, сразу приступлю к обзору флейт. Некоторые вкратце, некоторые поподробнее и более интересные. Вот эта флейта, значит, что с ней такого интересного? Во-первых, материал этот ясень. Вот такой материал. Лакировать ее сильно не стал. Лак, как всегда, натуральный. Такой иероглиф, который означает здоровье. Все традиционно, все так же, как и в бамбуковых флейтах традиции Японии. Здесь очень хорошо, качественно сделан канал, который идет на сужение. Здесь есть легкое расширение, где-то вот отсюда начинается. То есть здесь вся работа была проделана внутри, снаружи, просто дерево такое вот изогнутое. Вот как обычно свисток такой. Вот, дерево само по себе плотное, поэтому я никаких вставочек здесь не делал. Вот такой скосик сделан, удобный, чтобы можно было вот так ставить и сразу звук шел. Здесь, то есть, сразу удобно, то есть постановка дает звук. Сейчас, собственно, по звуку посмотрим. Оказалось, что дерево тоже очень замечательно звучит и мало чем отличается от бамбука. Нужно просто правильно сделать свисток, канал, и она зазвучит, заиграет, запоет. Дырочки тоже все на своих местах. Дырочки достаточно большие. Вот где-то 11 миллиметров диаметром, вот это даже 12 миллиметров диаметром. Само дерево толстое, что здесь, что здесь. Здесь распилена она вдоль и склеена надежно. Вот. Первый звук достаточно уверенно берется. То есть здесь повышение тоже, также понижение. Можно поиграться звуком вверх, вниз. Вторая октава заводится быстро, то есть видно, да, я перехожу сразу на вторую октаву легко, без всяких там усилий. Последняя ноточка, она такая ювелирная, деликатно надо брать.
звуки могут получаться как тихими на второй октавы, так и сильными достаточно. Тут все зависит от игрока, как он поставит силу потока воздуха, угол потока воздуха. Сейчас я продемонстрирую, как приблизительно можно менять силу звука на второй октаве. То есть диапазон, можно тише сыграть, можно выше. Есть этот диапазон, и поэтому эта флейта соответствует каким-то таким вот стандартам, где есть диапазон, где она может что-то показать в тишине, в тихом звуке или наоборот в сильном. То есть куда двигаться, экспрессионно или в тишину, то есть в силу звука, либо в деликатность звука. Вот так вот лучше будет. Вот сейчас сосредоточусь, покажу, как могу. Вот такая вот эта флейточка, опять же повторюсь, иероглиф означает здоровье. Вот. Я не претендую на какие-то там высокие, очень глубинные мерки традиции сикухати с нюансами, со всякими, с тем, что это только лишь бамбук с 7 коленами в нужных местах и дырочками правильно расположенными. Это у меня в этой флейте никаких, скажем так, планок не ставил конкретно по этой флейте. Но зато радует, что эта флейта из дерева, и у нее не упущены эти моменты сикухати. Не упущены нисколько, то есть человек может и на второй октаве, и на первой октаве сделать диапазон в плане звука усиления затухания, то есть в плане силы звука деликатнее или сильнее, или сделать диапазон выше-ниже. То есть эти диапазоны для игрока доступны. Также есть окраска тембр сикухати, поэтому вполне себе инструмент на равных может стоять. Вот, к ней есть чехольчик такой, который удобно погрузил. Так, закрыл. Все, флейта готова, упакована, плотно защищена. Так, следующая флейта, вкратце, быстренько по этим флейтам, потому что тут очень достаточно много уже информации по самим флейтам, просто по самому конкретному инструменту. Вот. Этот инструмент, значит, у нас высокий.
и сделан из дуба. Здесь малахитовый такая вот, капюшончик такой малахитовый. Вот традиционный обычный строй. Сейчас по звуку просто пробежимся. Ну вот, хотел вкратце, как всегда, разыгрался. Ну, действительно, инструмент звучит, действительно, он удобный для начинающих, потому что, когда пальцы поймут, на каком месте расположены дырки, закрыть их не будет вообще никаких проблем. То есть пальцы, видели, да, бегают, играют, пляшут, как только могут. Вот, остается только просто начинающим изучить технику, что, в принципе, у меня на видео эта техника есть. Азы для начинающих, для продвинутых чуть позже буду видео выкладывать со всякими там спецэффектами, нюансами. Вот, здесь она цельная, потому что есть иллюзия, что здесь она разборная. Нет, это приклеена вставочка. Сделана она для того, чтобы здесь чисто технически, когда высверливаешь дырку, она большая, здесь нужно сузить. И чисто вот так по дизайну очень красиво, симпатично. Вот. Она очень легкая, и если есть пожелание, можно сшить чехол. Вот. Да, пропитка у нее здесь, в отличие от этих флейт, цельные флейты я пропитываю целиком. Я их просто погружаю в раствор. Какой это секрет. Вот, но она пропитана. И чем отличается пропитка от покрытия? Тем, ребята, отличается она, что когда дерево пропитано, то оно очень хорошо резонирует. И этот резонанс слышен тембрально, и тело реагирует на это более приятно. То есть вся полость флейты от звука резонирует, то есть вибрация слышна. Вот. Этим отличаются пропитанные флейты от флейт покрытых. Вот. И пошли дальше. Вот эту окарину я уже показывал. Вот. Еще раз рекомендую ее, так как у нее есть какой-то спецэффект такой. Так, значит, у нас здесь строй. Здесь все по порядку. Есть у нее окраска такая, что, допустим, у меня ни на каких других флейтах не получалось. По телефончику, на который я видео записываю, это все не передастся, этот тембр. Но есть некий такой вот шумок, который делает какое-то вот что-то такое, хочется сказать, золотое. Золотое или серебряное, либо, я бы сказал, денежное. Во. Что-то такое вот ощущение с деньгами вот этого звука. Я не знаю, у меня такие ассоциации. Вот. Вообще тембр, он сам по себе что-то может выражать. Вот на данной флейте он как бы такой, у меня ассоциация с деньгами. То есть, можно сказать, это денежная флейта, если так разобраться. То, что несет в себе тембр голоса. Вот. И у нее так закрытая полость, я уже ее показывал. Она очень удобна тоже для начинающих. Дырочки расположены рядышком. Вот. Так, ну эту флейту тоже я уже, наверное, показывал, хотя не помню, показывал, нет. Флейта тигриный глаз.
тигровый глаз все-таки, наверное, да. Вот, флейта тигровый глаз, еще раз напою. С тех пор я еще раз покрыл ее лаком, отшлифовал. Разыгрываться долго не буду. Такой у нее томный голос, такой представительный. Действительно, тигр тигром. Вот. Ага, вот она. И вот на сегодняшний день очень интересная флейта по окраске звука. И я ее назвал, у нее есть название «Ясные зори». Вот. И без лишних слов я сейчас просто звук продемонстрирую, и все поймете сами. Опять же, словами скажу, что звук очень чистый, очень ясный, поэтому вот «Ясные зори» название такое. Вот здесь, как обычно, я пишу свои позывные. Вот такие вот камешки приклеиваю. И вот эта вот вставочка, на которой написано, накладочка, на которой написано само название флейты, она из карельской березы. Поэтому такие вот у меня интересные узорчики. А сама флейта из ясеня. И, в общем, все с этой флейтой ясно. Она 100% уйдет, 100% в добрые руки, я даже не сомневаюсь нисколько. Вот вопрос, кто там первый сообразит с этой флейтой. А так вот, я просто не нарадуюсь на звук. Сам бы ел, что называется. А вот это вот рождалась флейта вместе с ней. Они, в принципе, одной тональности. Есть разница, да? Есть разница. Обе из ясеня. И тоже вот вставочка, накладочка. И тоже название. Тоже карельская береза. Это «Свежий ветер». Флейта называется «Свежий ветер». Сейчас наиграю на свежем ветре. Красиво сказал. Сейчас только заметил, сосед мне подстукивает, прям в тон попадает. Видать, чует, что я записываю, тут подыгрывает мне. Вот. Или просто ремонт делает. Ну, неважно. Вот, в общем, это флейта из ясеня. Она чуть-чуть потяжелее. Свежий ветер потяжелее. Вот, и она по мотивам, у нас, короче, жара такая стояла, что вот вчера буквально, а вчера я ее как раз и доделывал с надеждой, что свежий ветер, он не зря прилетал. И, в общем, он прилетел сегодня, вчера буквально прошел дождик такой, и просто всю жару смыло. Ну и родилась, и как раз вот родилась эта флейта «Свежий ветер». Вот. Вот такие совпадения или несовпадения, закономерности
которые часто случаются, уже это уже закономерности. Вот, ну и вот еще одна окариночка, тоже такая. Так, сосед у меня опять подыгрывает. Вот еще один инструмент. И в заключение уже не буду играть на свирелях, так буквально звуком пробегусь. Вот такие две свирельки. Есть наличие ре мажор. Вот у этой есть еще полтончика, переход на фа. Вот. Здесь, в принципе, по желанию можно сделать, пока ее нету. Вот так, обзор кратенький. Как положено, 2 октавы строить, все хорошо, замечательно. Поехали дальше. Ну и это тоже так же. Единственное, здесь дырочка. Вот заметьте, что свирели практически одинаковые по тональности. Все практически одинаково. Но опять же тембр разный. Сейчас продемонстрирую эту сразу. И здесь. Это нежнее. Это звонче. Вот. И вся разница. Ну вот, сегодня показал все флейты. Еще раз хочу поближе показать вот эту флейту. Это которую буквально я от вчера делал. Вот такие штучки-дрючки на ней. И вот особо я хочу показать вот ясные зори. Флейта действительно заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. Это я просто по опыту, сколько через меня флейт проходит, да, вот эта флейта, она, я ее выделяю по звуку, по голосу, поэтому тот, кто ее, тому, кому она достанется, ну, просто будет это самое, наслаждаться звуком. Ну, если, естественно, этот звук будет по нраву, он приглянется, как вкусовые такие моменты. Все, благодарю за внимание, всех благ. Сегодня обзор закончен.